Продолжаем нашу работу. Как вы видите, с прошлого раза у нас я добавил немножко окончания фасада. Ну, оно точно так же, как мы здесь делали с вами вместе, вот эту часть, я добавил еще сюда, оставшуюся часть. Везде у меня получилось по 7 окон, с одной и с другой стороны. Здесь двери и посередине окошко. Ну, все соответствует вот этому нашему снимку. Сегодня мы продолжим работу над нашим фасадом и сделаем окна, двери и колонны. Да, вот эти три вещи мы с вами сделаем. Ну, давайте начнем с чего? С окон. С окон. Сейчас вспомним. Ширина окошка 1200, высота окошка вот здесь 800, а так 2300, еще 500. Значит, 1200 ширина, 1800 и плюс еще 500. Значит, такое окошко мы сделаем. И сделаем его в виде компонента и вставим его туда на место. Делать это мы будем таким образом. Значит, вначале я начерчу полосочку 1200 миллиметров по ширине окна. Ну и возьму площадочку, например, там, пока это не важно, 200 миллиметров. Потом сюда возьму 1200 и замкну, чтобы у меня получилась замкнутая площадка. Теперь я эту площадочку, с этой площадочки создам компонент. Создал компонент, а теперь его скопирую, то есть я выделяю перенести, нажимаю Ctrl и копирую. И смотрите, я его копирую, в каждое окошко ставлю. Мне очень удобно его ставить, поскольку, видите, в окне здесь точечка, и на площадочке тоже тут у меня точечка. И ставлю во все окошки. Ну, там у меня не во всех окошках должно стоять. Ну, такое я имею в виду окно. Там есть и другое окно. Другое это окно вот здесь. Значит, я его пропускаю. В центральное окошко ставлю. Потом пропускаю одно окошко. И дальше все остальные выставляю. И оставшиеся 3. Все, поставил. А теперь возвращаюсь к нашему компоненту. Для того, чтобы с ним можно было работать, ну, то его надо сначала выбрать, этот компонент. Выбрать, вот, и выделить. Теперь мы можем с ним работать. И давайте теперь подумаем. Эта площадочка, она стоит, она нам даже не видна, ничего. Значит, я посерединке, вот здесь, построю отрезок 1200 миллиметров. Так, не 1200, а надо отрезок этот было построить сколько? 1800. 1800. Затем по красной оси проведу 1200 и вниз замкну. Так, и вниз замыкаю и проведу вот здесь еще. Все, у меня закрылось. Дальше я построю, мне нужно еще построить на высоте 500 миллиметров, проведу ось, дугу вот так и высотой вот сюда. И, кстати, обратите внимание, что происходит с окошками. Везде, где я поставил компонент, там все это и появляется. Теперь давайте посмотрим на само окошко. Оно имеет здесь две таких перекладинки потолще. И дальше тут тоненькие перекладинки. Ну, как мы это сделаем? Ну, цель какая? Сделать как бы можно было проще, да?
чтобы затратить меньше сил. Значит, я разобью вот так. И теперь с помощью инструмента смещения смещу внутрь на 20 миллиметров. Здесь, здесь и здесь. Вот так. Значит, у меня получились уже эти перекладинки потолще. Потолще. Теперь мне надо сделать здесь. Вот видите, здесь, ну сначала, наверное, здесь сделать, да? Значит, я опять разделю вот то, что получилось. Так, разделю вот таким вот образом. И должен разделить здесь на 1, 2, 3, 4 части. Ну, поэтому я проведу линию вот так. И оставшуюся еще раз пополам. И еще раз пополам. Теперь проведу дугу так, чтобы она шла вот здесь. Ну, чтобы это было удобно и точно, вот сделаю так и сделаю вот так. Теперь проведу саму дугу отсюда и до сюда, и радиус, очевидно, у нее будет 250 миллиметров. Провел дугу. Теперь нам надо сделать сюда, видите, центральную палочку, да, поставить. Центральную мы поставим. А вот эти вот сегменты нам надо еще пополам разделить, да. Как это можно сделать? Можно сделать так. Выбрать, щелкнуть правой клавишей. И, ну, так у нас и не получится, да, таким образом, как я хотел. Ну, если нет, то мы пойдем другим путем. Мы сделаем вот так. А теперь проведем отсюда к серединке и дальше. Вот так проведем линию. Ну, и, то есть мы то же самое сделали, да, но немножко другим путем. Так, теперь осталось лишние кусочки поубирать, чтобы у нас не было. Вот здесь это нам не нужно. Это и вот это. Так, и теперь смотрите, у нас основная рамка получилась. А теперь сейчас я попробую, посмотрю, что получается. Я смещу на 5 миллиметров вот эту внутреннюю рамку. Вот так. Ну, здесь хитрого ничего нет, только надо что делать? Брать и выделять, смещать. И ничего не пропустить, да? Так, вроде бы везде, да? Ну, теперь вот эти. Так. Ну и последние 4 стеклышка. Так, теперь необходимо вытянуть. Ну, давайте подумаем, что мы вытянем и как. Вот эта вот рамка, можем мы сделать так. Вот это все убрать. Ну, для того, чтобы меньше делать движений. Так, вот это мы уберем. Потом вот здесь уберем. Так, и здесь уберем. И затем вытянем центральную рамку на 50 миллиметров. Вот эту маленькую рамочку
на 30 миллиметров и стекло на 20. Можно здесь еще сделать как? Ну, давайте сначала вытянем, чтобы мы видели, да, что мы вытянули, что нет. 50 вытянули. А теперь давайте посмотрим, как нам вытянуть удобнее маленькую рамку. Ну, наверное, вот здесь вот это мы сотрем, ну, чтобы за один раз все вытянуть. Так, и здесь вот это сотрем. То есть уберем все лишние линии. Так, дальше здесь. Так, уберем выше. Так, а тут что-то у нас. Еще одна рамка лишняя, да? Сейчас посмотрим. Лишнюю уберем. Да, но тут очевидно одна лишняя, да, вот эта рамка. Так. И все. Теперь вот здесь. Здесь тоже вот эти лишние уберем. Как видите, ничего здесь сложного нет, но только надо что внимательно, чтобы лишнего не удалить, и просто думать наперед, что у нас будет получаться. Теперь давайте будем вытягивать. Вот эту вытянем на 30. Вот, видите, она уже красиво получается. И здесь на 30. Здесь на 30. Вот, все красиво вытянулось. И теперь осталось повытягивать вот эти окошечки на 10. Ну, можно это делать вот так. Раз, я щелкну по той плоскости, на уровень которой я хочу их вытянуть. Но тут главное, что не забыть, все ли мы вытянули. Вот так. Ну и давайте тоже так будем сделать. Вытянем одну, а дальше их будем вытягивать вот по этой плоскости. Вот так. Вот так. Дальше. Вот так. Так. И здесь. И здесь. Так, хорошо. Теперь нам нужно сделать еще подоконник. Подоконник. У нас такая-то пластиночка осталась-то, что была. Давайте мы ей воспользуемся для того, чтобы сделать подоконник. Значит, я вот так вот наклоню чуть-чуть. И вытяну на 10 миллиметров. Так, теперь вытянул на 10 и вытяну вперед еще на 20 миллиметров. Вытянул. Теперь, смотрите, я нарисую вот здесь линию по диагонали и вот эту часть сдвину. Так, и что-то у меня тут нехорошо получается. У меня получается та пластинка видна, да? Так, значит, мы ее вот так тогда сделаем. Попробуем. И все равно видна, да? Почему она видна? Она, в принципе, не должна быть видна.
Ну-ка, давайте попробуем, что получается. И уберем вот эту часть. Вот, вот. А здесь она открылась. Да мы ее закроем. Вот. Все закрылось, все хорошо. И теперь сдвинем на 50 миллиметров вот сюда. И с той стороны тоже. Так, вытягиваем. Так, все. И предлагаю я сразу его покрасить. То есть мы его сейчас выберем и покрасим. Значит, покрасим мы его каким-либо типа дерева. Вот так. Вот, покрасили. Теперь посмотрим, все ли покрасилось. Должно было все. Зачем это мы сейчас сделали? И почему так небрежно отнеслись к выбору цвета? Ну, во-первых, если мы не покрасим все, то потом нам придется все вот эти полосочки со всех боков красить. Это будет очень долго и нудно, и мы наверняка что-нибудь забудем. Поэтому удобнее всего это сделать так. Дальше. Мы потом в самом конце будем делать визуализацию с помощью программы визуализации Lumen. Будем туда загружать само здание, и там есть возможность наложить текстуры. И вот там мы выберем то, что нам будет нужно. То есть мы уточним цвет. Так, дальше. Вот у нас получилось, да, все красиво. И теперь осталось покрасить окошки так, как должно быть у нас стекло. Видите, прозрачные стекла, через них даже видно линии. Все, с покраской закончили, с выбором закончили. И давайте теперь посмотрим. Видите, у нас эта линия, ось не стирается. Почему? Потому что она была проведена где? В компоненте. Поэтому ее нужно стереть в компоненте. Так, убрали. И давайте полюбуемся. Вот, видите, везде у нас окошки стоят уже. И не надо мучиться их там ставить, что-то такое делать, да. Все, они прекрасно здесь поставлены. Но, смотрите, вот тут мы видим, в чем тут недостаток. Вот, помните, там у нас подоконник плохо ставился, да? А там 50 миллиметров еще у нас оставалось. Давайте мы это дело поправим. И сразу везде. Вот видите, в чем еще большой плюс. Так, я выбираю компонент, щелкаю по нему. И теперь вот в чем проблема. У него вот здесь, вот этот кусочек должен быть 50 миллиметров, чтобы все было красиво. А там всего 16, да? Вот из-за этого то нехорошо получается. Я добавлю 45 миллиметров сюда. Вот так и вниз. Проведу. Вот плохо регулировать, когда оно маленькое такое. Так, попробуем подъехать поближе. Вот так. И нарисуем здесь, то есть мы немножко удлиним наш подоконник. Вот так. А здесь мы его тоже сделаем чуть больше. Мы его вот так вот удлиним на 30 миллиметров и соединим с тем, что получилось. И теперь мы попробуем стереть это все, чтобы цвет уже был, да, одинаков.
Ну, если нет, то мы его покрасим потом, да. Сейчас его повернем и вытянем с той стороны. И теперь подоконник должен быть нормальным. Вот я его вытягиваю. И этот кусочек тоже. Теперь отодвину и доведу до конца. До конца. И до конца. Теперь беру опять наше ведерко, пипетку, щелкаю здесь, чтобы взять тот цвет. И теперь смотрите, щелкаю там, где не покрашено у меня. Так, там что-то не хочет краситься. Там опять нету у нас кусочка линии. Вот так. И опять ведерко и закрашиваю. Так, ну с торцов надо закрасить. И с другого торца тоже. И с другого торца тоже. Ну, здесь, видите, не хватает у нас кусочка, да? Этот кусочек мы сейчас с вами доделаем. Так и так. Вот он. И покрасим его. Вот так, да? Все, это лишнее уберем. Но у меня по ходу дела возникло предложение, то покрасить подоконник у нас немножко в другой цвет, да? Давайте ему металлический цвет дадим, чтобы мы могли потом наложить текстуру тоже разную. Ну вот давайте такую, да. Это, собственно, не важно, да, какую, но лишь бы она была другая. Мы можем просто цветом покрасить. Вот, все готово. Теперь нажимаем. И давайте посмотрим, как наши окошки выглядят теперь непосредственно на фасаде, да? Ну вот, теперь все хорошо, да, все нормально теперь видно. Все они стоят, как им полагается, да? Так, с окошками мы разобрались. Ну, может быть, вас смущает немножко толщина там линий. Ну, если вам такая не нравится, да, то мы можем тут придумать, взять другой стиль, да, чтобы было, выглядело немножко по-другому. Ну, например, вот так. Видите, вот оно тогда выглядит, вам будет приятнее смотреть, да? Оно будет выглядеть ближе к реальности. Ну, хотя на саму модель это никак не влияет. Так, все, краска нам не нужна. И теперь нам осталось еще сделать двери. Ну, двери, сделать их точно так же, как мы делали окошки, да, абсолютно одинаково. Поэтому я сейчас с ними заниматься не буду, а потом уже после окончания я сделаю их сами, поставлю. И вам советую тоже, если вы делаете вместе со мной, то потом их сделать самостоятельно. Принцип точно такой же. У нас еще есть важная деталь, которую мы не сделали. Это вот эта колонна. Я загрузил еще одну фотографию, которая касается вот этой передней части. Размеры ее увеличил, так что были они нам одинаковы с теми, что мы построили. И померил вот эту колонну. И размеры колонны это у меня есть. Теперь осталось эту колонну что сделать? Просто построить. Мы его построим тоже в качестве компонента. И посмотрите, сколько у нас колонн. 2, 3, 4, 5, 6 колонн. Все эти колонны располагаются посерединке промежутков. Поэтому давайте мы эти промежутки серединки и разметим, чтобы мы знали, куда ставить колонны. Ну, от угла до угла, вот здесь у нас должен быть не вот 1900 миллиметров. Пополам это будет 950. Отмечаю 950. Есть. Дальше здесь тоже
950. Так, здесь 950. Так, 950. И, наверное, еще одну нужно, да? 950. Вот так. Итого у меня получилось их 3, 5, а должно быть их 6, да? Какой не хватает? За дверью окошко еще одна, да? То не хватает, значит, вот здесь. Еще 950. Так, теперь сама колонна. Вот здесь померим эту высоту. Сколько она составляет? Раз. 350 миллиметров. Потом от этой линии до на окошко, низа окошка 450. Так, ну и пока все. Смотрим здесь. У нас вот это 350. Вот это идет до низа получается окошко. А здесь еще часть идет выше. И здесь есть такой выступ, да, вот на этой колонне есть выступ. Ну, мы выступ поставим, а тогда получится у нас высота вот здесь общая 780 миллиметров, даже 800 миллиметров. Так, тут общая высота будет 800. И потом здесь вверху, вот это вот я имею в виду здесь. И потом отсюда пойдет колонна, а здесь будет еще выступ. Да? Вот так. Здесь ширина колонны внизу, по моим расчетам, получается 1000 миллиметров. А вот здесь вверху мы вот до сюда сделаем, до этой точки. Здесь ширина 850. То есть колонна немножко сужается, да, сужается. Ну, так и будем ее делать. Значит, мы точно так же поступим, как делали и предыдущую. Сделаем компонент, расставим их. Так, по красной оси. Ширина 1400. Раз. Дальше. Вот здесь глубина будет 150. Это должна пойти нам по зеленой оси. 150 по перпендикулярной. Здесь 1400. И здесь 150. Вот у нас получилась площадка. Эта площадка я ее вытяну на 350 миллиметров. 350. И сделаю компонент. Выбираю компонент, create компонент. И теперь перенесу. Ну, я хочу перенести. Надо его выбрать. Что-то он не хочет у нас выбираться. Выбрать, перенести и копируем. Так, теперь нам надо их как-то расставить. Ну, давайте, я должен за что-то такое уцепиться, да? Так, а что-то у меня берется только передняя часть. Еще раз, компонент. Ну, компонент, он и есть компонент, да? Все нормально. Я возьму за заднюю точку и буду ставить вот так. Вот смотрите, на пересечении. Опять на пересечении. Так, на пересечении. Здесь. Здесь.
и здесь. Вот они, 3-6 колонн получились. А теперь будем работать вот с этой колонной дальше. Значит, мы ее сначала должны выделить, для того, чтобы с ней могли работать. Так, и, ну, может быть, даже я вот думаю, может быть, нам есть смысл сделать вот таким вот образом. Значит, так, там она 150, а там будет меньше, да? То мы вот здесь отложим 50, проведем линию, вот так провели, и затем вытянем на 450. То есть мы сделали вот этот кусочек. Здесь теперь нам надо сделать такую каемочку, да, которая имеет толщину 100 миллиметров она и выступает на 100. То мы это сделаем таким образом. Так, и наружу 100. Так, но она нам полностью наружу не нужна, поэтому мы здесь нарисуем линии. Излишки уберем и вытянем все это на 100. На 100. И внутреннюю часть тоже. Вот так. Вот у нас эта часть есть. Вот до сюда, да? Так, теперь давайте посмотрим, как оно там выглядит. Ну, так, как и должно быть, да? Так, теперь дальше. Вот здесь у нас выдвинуто на 100. И мы должны еще раз вытянуть, да, вверх. И вверх мы должны вытянуть на 200. Давайте вытянем. Вытянули. Так, теперь мы вытянули сюда, а здесь у нас получается опять 100 и колонна 1000, да? То есть у нас выходит вот здесь 100. Сама колонна должна стоять у нас на 50 выступать. Поэтому здесь отмерим 50. Еще раз нарисуем линию. И вот эту часть мы ее сейчас вытянем на 200. Вытянули. Значит, мы получили вот это основание. Вот это основание. И дальше у нас должна ширина колонны быть 1000 миллиметров. Вот здесь у нас ширина 1400. То есть мы должны по 200 миллиметров с каждой стороны убрать. Вот так, 200. И 200. Убрали, проведем линии. Так, и мы должны все это уберем, чтобы мы не забыли потом лишние оси. Так, и потом мы ее дальше должны вытянуть вверх. Так. Общая высота у нее должна получиться 7800. Снизу начиная. Так вот я отмерю вот здесь. Ну, так, чтобы было удобно. Наверное, вот так. И вверх 7800. Вот такая высота колонны должна быть. Так. Теперь я эту колонну, что у меня получилась серединка,
вот так и вытяну до самого верху, до оси вот этой. Непонятно, да, где зацепиться. Вот так. Вверху ширина колонны 850. Значит, мы сделаем так. Найдем серединку. И серединка, вот она. От серединки влево-вправо отложим 425. Вот так. И вот так. 425. Дальше вычертим здесь. Вот так. Это можем убрать, чтобы не забыть. Это тоже. И теперь соединим вот ту черточку, что получилось, с основанием. Вот она. Вот так вот с этим. Вот сюда. И с правой стороны точно так же. Вот сюда. Вот так. Теперь вот эту оставшуюся часть справа, слева, то, что осталось, надо убрать. Вот так. И с левой стороны убрать. Ну, давайте посмотрим, что у нас там получается. Как там наши колонны выглядят. Так. И, собственно говоря, вот тут можем полюбоваться, да? Так, как есть. Ну, за одним маленьким исключением, что вот здесь надо сделать еще черточку. Так, и здесь колонны идут так, наполовину идет вот так, половина. Опять проведем отсюда еще 50, это у нас здесь всего 200, да? Вот отсюда проведем 100, и с той стороны 100, вот так, обрежем, так, и так, удалим. Это сотрем. И вот это вытянем чуть-чуть. 20 миллиметров. Ну и теперь давайте посмотрим. Так ли наша колонна выглядит? Да? Ну, почти так, да не совсем, да? Вот тут еще она должна выступать на 100 миллиметров. Так. Не выступать, да. Вернусь я назад. Тут она не выступать. Вот эту я ширину померила на 1400, да, это она максимальная. А вот тут она должна быть 1200, да. 1200. То надо ее наоборот вдавить. На 100. Ну и соответственно все здесь на 100. И вот здесь на 100. Вот так. И с этой стороны.
на 100, 100, 100. Вот так. Теперь давайте посмотрим, что получилось. Ну, получилось так, как бы надо, да? Но смотрим. Вот этот выступ есть, ступенька есть, верхняя полочка есть, прямо есть. Ну, здесь опять же надо обрезать под углом. Вот так и так. Чтобы надежно это делать, то это нужно делать как? Лучше, когда повернут бочком. Так. Здесь тоже. Вот так. И вот эту мы хотели выделить на 20 миллиметров дальше. Вот так. Теперь давайте смотреть, что у нас получилось. Ну вот здесь идет так выступ, да, идет так, потом вот эта ступенечка, вот она, ниже и еще ниже, да, все прекрасно идет. Так, теперь смотрим, как она выглядит у нас здесь. Так, что-то меня немножко здесь смущает. А вот что именно? Вот давайте посмотрим. Вот здесь. Ну, хотя нет, да. В принципе, так все и должно быть. Ну, если что понадобится, мы всегда это сможем потом поправить. Так, давайте вот так сделаем. И теперь вот эти центры сотрем. И это тоже. А это что-то не хочет стираться. Значит, это у нас находится в компоненте. Вот так. Так, ну что, как оно получается? Ну, вот сколько здесь получается, давайте измерим. От двери, скажем, до этого 460 миллиметров. Да? Ну, здесь померим на этой стороне, да, что у нас тут получается. От двери до стенки. Ну, вот она вообще заканчивается вот тут, да? Ну, миллиметров 10 погрешно. Значит, все правильно, да, все правильно. Хорошо. Ну и осталось нам сделать двери, да. Но двери я предлагаю сделать самостоятельно, я их тоже сделаю. И в следующий раз мы уже продолжим. В следующий раз мы сделаем вот эти вот части, которые здесь выступают. И все-таки вот я поменял вид такой, чтобы оно выглядело более красиво. Но все-таки я, наверное, не соглашусь. Да, не соглашусь, а верну так, как оно было. Для работы легче так, тогда четче видно и хорошо, чем делать красиво. Потом в конце, если нам захочется, да, то мы поменяем вид на любой какой угодно. А работать именно таким вот образом будет лучше. Ну и пока на сегодняшний на этап, то это будет все.